Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Смотрите, какие тут легендарки у нас есть. На самом деле, шикарные легендарки. Здесь есть дух пятерка, жрец. Тут есть мехи, есть Зевс. Короче, катка для магов идеальна. Ну и, соответственно, против магов тут тоже каточка идеальна. И тут надо подумать, на чем же все-таки я хочу стартануть. На чем конкретно, пока непонятно. Я хотел бы попробовать через Ведьмаков, конечно, поиграть. У меня есть один интересный билд в голове, но вряд ли у меня получится его реализовать. Мне бы хотелось попробовать Ведьмаки Драконы, но через Керри ТБшку. Но мне кажется, это будет очень слабо, и, соответственно, что думаете вы, напишите в комментариях. Но как по мне, это будет довольно-таки очень слабо, если сыграть через Драконов и Ведьмаков в виде Керри ТБ. Естественно, там СФ должен быть. Ух ты. Так. Это мы берем. Это по-любому мы берем. В самом деле, здесь можно, знаете, на чем поиграть? Я вот так подумал. Я стартовать буду, как обычно, пытаться через гоблинов. Гоблины мехи, чтобы получить какие-нибудь халявные роллы. И от этого уже буду отталкиваться. Но на гоблинах мехах я конкретно ролик записывать не буду. Потому что, честное слово, я всю неделю пытался записать гоблинов мехов. Это что такое? Отлично. Всю неделю пытался. И чтобы вы понимали, у меня не вышло ни единого раза записать. Я все время отлетал топ-4, топ-3. Зато, когда против меня челик играл на гоблинах мехах, то ему, вот как назло ему на 17 или на 18 раунде, когда он только 8 апнул, он получил себе, знаете кого сразу? Вот как вы думаете? Я скажу вам, легендарного меха. И он просто выставил 6 мехов на мобов. Получил за один роль, роль. Какой роль? За один ролл. Получил эмпреску в двойку. Выставил цвет. Благополучно давал всем по щам. А я выкатил запреточку. Знаете что? Мне упала гномья брошка. Упала гномья брошка. А тут есть Муэрта. И я возьму ее. Возможно, я сыграю на охотниках через Муэрту. Как раз здесь есть тайт, поэтому у меня, возможно, будет обалденный билд. Это 3 нежити, 6 охотников и 6 морских. В самом деле, так как здесь катка, скорее всего, будет с магами, поэтому это будет не очень таки запрещенный билд. Что-то мне кажется, что стоит все-таки сыграть на этом билде. Вот мне сердце подсказывает, что нужно сыграть через охотников морских. Вот сердечко прям гласит: Саня, на охотниках пора, Санечка! Охотников выкати! Вот прям сердечко мое гласит об этом. Выкати охотников. Поэтому... Да. И еще раз да. Надо. Но, наверное, пока что попробую все-таки сыграть через гритеров. Как-то гритеры мне больше нравятся. Хотя на самом деле 3 охотника за старт это довольно-таки сильно, из чего можно клевер взять. Вообще, под охотников клевер балансный предмет. Этот клевер наибольшее дает количество импакта именно под охотников. Не под какой-то там левый билд, а именно под охотников. Под охотников клевер идеальный. Самый большой бонус от клевера это именно под охотниками. А так как у вас есть еще и Муэрта, в которой есть 50% шанс, когда на втроечку, что еще дуптычку даст, там Муэрта просто как с пулемета стоит и такая... Прям нормально так накидывать будет. Так, ну все. Тут 100% гадалки не ходи, тут по-любому будут у меня охотники. Все, тут уже, ну, вот уже никак. Все, вот. Я выставил 4 охотника и 3 нежити. И все. Все. Я дико извиняюсь, но будут охотники. Будет 6 охотников, 6 морских и 3 нежити. А там уже посмотрим. Может, мне еще получится синергию Киры сделать сверху. Вообще, в самом деле, мне дебаф нежити не особо нужен, поэтому если получится, я лучше дебаф нежити скипну и какой-то другой баф поставлю. На самом деле, какие мне фигуры в целом нужны? Первое, мне нужна Медуза. Второе, мне нужен Тайт. Третье, мне нужна Бруда. Вот 3 мейн персонажа я уже озвучил. Таких самых дорогих, это ради бафа хорошего. И Бруда это обалденный персонаж, который хорошо дебафает и мисы дает. То есть, вот Бруда это прям топчик.
Бурду я хочу брать. Бурда нужна. Еще и снайпер. Отлично. Что может быть прекраснее? А ничего я вам скажу. Сейчас будет такой развал. Можно было бы и уровень, наверное, взять и взять себе 6 сразу. Да, получится ли? Да, получится. Так, берем уровень, все, отлично. Жалко, конечно, 12 монет, но на самом деле ничего не жалко, потому что у меня 6 охотников. Я должен сейчас камбэкнуть все свои затраты. Я сделал обалденную инвестицию в будущее. Инвестиции с Александром на канале Guard.ua. Я тоже хочу себе Мирану двоечку. Хорошо, что у меня есть гномья брошка. Под гномья брошка урон такой космический становится, боже ты мой. В общем, какие... Ну, все-таки... Знаете, в чем причина? Короче, у меня сейчас столько эмоций в голове, потому что я до этого играл на магах, записывал драконов магов. Мне ДК пришел, знаете, на каком раунде? На 27-м раунде мне пришел Dragon Knight. Спасибо тебе. Спасибо тебе, сладкий ты мой дорогой, прям, ну вот, ну такая булочка, ну прям, аж сердце ёкает от того, что мне пришел на овер большом раунде. Спасибо. Тварюка такая. Так, все. Я не буду там спойлерить немножечко. Кстати, ребят, я в Телеграме написал актуальные билды на этот патч. И скажу так, я всю неделю тестировал разнообразные билды. Я слил себе винрейт средний с 2,5 до 3,5. То есть у меня сейчас средний винрейт на моем ранге 3,5. Я дико негодую о том, что сейчас происходит конкретно с патчем. Дико негодую. Очень, я бы сказал, ну, ровно половина сборок просто нерабочие. Максимально нерабочие половина сборок. Такие, как гоблины-мехи, не работают. Только если вам золотой мех придет очень-очень рано, и, соответственно, гоблины тоже придут очень-очень рано. И, соответственно, если против вас не будет Муэрта ранний. Но даже если против вас будет Муэрта ранее, окей, есть и вторая проблема. Есть такие ребята, как Кунг-Фу. Вот Кунг-Фу это еще одна сборка, которая будет, ну вот знаете, ну, вот, пятую точку нормально так напрягать. Она прям дышать вам в спину будет, эта сборочка. В самом деле, кунг-фу это самая сломанная синергия текущего патча, что с ней делает... Ну, ладно, не сам, ладно. Я уже утрирую. Самый сломанный герой это Муэрта. А самая сломанная синергия это кунг-фу. Вау. Вау. Так, мне нужен волшебник морской. Мне Медуза со старта пришла. Это что-то новенькое. Мне давно так не приходило. Я бы сказал, никогда. Так рано мне давно Медуза не приходила еще в нужный билд. Это прям вообще какой-то, ну, next level. Так вот, самый сломанный герой этого патча это, естественно, Муэрта. Ее нужно дебафать, ее нужно нерфить, ее нужно перерабатывать, либо же убирать вторую тычку на способности, либо делать так, что когда она перевоплощается, переключался таргет, соответственно, и сделать, естественно, большое окно. Я уже много раз говорил, что нужно ей сделать, чтобы она стала намного баланснее, но какая разница, что я вам об этом говорю. Я озвучил свою мысль, поделился вам с ней, и все. А разработчикам абсолютно плевать. На мое мнение, на ваше, на комьюнити в целом. Они не обращают внимания почему-то на свое комьюнити. И я общался с ребятами, которые вот самого-самого старта этой игры. Они тоже сказали, что им главное разработчикам коробочки. Ну ладно, это я уже... Все, короче, за этот момент мы уходим. Я думаю, вы меня поняли. Я, соответственно, озвучил мысль. Ну и, в принципе, все. Я, наверное, возьму арканцы. Тут есть 6 мертвецов. Я, естественно, буду через Муэрту играть. И два предмета как бы хороши. Это безумная маска и арканцы. Арканцы хороши тем, что я закину сейчас, наверное, в медузу, или не закину в медузу, или закину. В общем, если медуза у меня со старта будет кастить свою способность, естественно, урон будет умножаться просто в огромном эквиваленте. Плюс, это контроль как-никак. Вот смотрите, просто половина, толпа народа стоит АФК, я им столько тычек накидал еще сверху. Я думаю, не обрадовались такому повороту событий. Ну и Муэрта, естественно. Я серьезно говорю, Муэрте надо срочно делать нерв в виде... Ей нужно срочно. Я, кстати, предметы поменяю немного. Я хоть в Муэрту люблю, в Муэрту верю.
Люблю ее конкретно по-своему. Я думаю, как и каждый из нас любит по-своему. Мэрт это все-таки лютая имба. А лютая она имба из-за того, что окно маленькое, где вы можете физурон накидать. Но, короче, я думаю, все прекрасно знают, я миллион раз говорил плюсы МРТ, минусы МРТ, но если что, я в конце катки их повторю, вдруг кто не знает. То есть, в конце катки, когда мы будем уже статистику смотреть, вот, если мы будем смотреть, если ролик вообще выйдет и у меня все получится, потому что, как обычно, если против меня играет какой-то мой подписчик, он обыкновенно может выкатить мне сборку прям такую очень неприятную на лицо. Если я буду играть через чистых охотников и морских, то, скорее всего, по закону подлости мне выкатят воинов. 9 штук воинов на лицо стабильно, как бы грустно это не звучало. И, естественно, какие ужасные предметы. Мне бы клевер. Так, понял. Сюда. Так, ты иди отсюда. Ты иди отсюда, говорю. Так. Я на самом деле не ожидал, что мне придет бруда так рано. Мне и медуза ранее пришла, и бруда ранее пришла. Так, может, мне сейчас еще и тайт ранее придет? Вот только 8 беру, сразу тайт приходит? А? Если мне придет ранний тайт и Муэрта еще бы в троечку ранее, то эта игра точно была бы моей. Так, боги-орки здесь есть, вижу. Есть гритеры, 2 штуки. Самое опасное, я думаю, это бой. Хотя, какой он опасен для меня? У него нету ни инкама, ничего, он сидит в 4 орка, в 4 бога. На самом деле, так на богах-орках не надо делать. Вот нельзя так делать. Я выпускал ролик по поводу богов-орков, кто его не смотрел, посмотрите. Это лютая сборка на эту мету, на этот патч. Прям, я бы сказал, одна из сильнейших сборок на этот патч. Поэтому, кто не смотрел мой предыдущий ролик боги-орки, обязательно посмотрите, ознакомьтесь. И я вам гарантирую, что вам эта сборка понравится на 250 тысяч %, когда вы на ней будете играть. Очень комфортная сборка. Ну ладно, мы не об этом. Пока что у меня все хорошо идет на самом деле. Ну, я, конечно, надеюсь, что мне сейчас какой-то воин на лицо не выкатится, потому что по закону подлости обычно выкатывается воин. А когда выкатывается воин, то выкатывается мое снесенное лицо. Ну, отправляют меня просто в помойку. И все. В общем, кто для меня опасен? Вот на текущий момент. Бог-орк, он, конечно, без денег, но он может мне создать проблемы. Я играю сейчас, конечно, не через Кири Мэлэрд, поэтому проблем у меня будет намного меньше. У меня есть Кири Тракса, которая будет наваливать, будь здоров. Навалит такого баса по чердаку чувакам, что они будут, ну, молить о пощаде, чтобы не так сильно. Отлично. Отлично! Ну, кстати, Тракса идет. На крайний случай, я буду делать Кири Траксу. Привет, привет. Ну, привет, привет, Дэвил. Я так понимаю, это подписчик мой. Да, я вспомнил этот никнейм, Дэвил, это мой подписчик, поэтому привет, привет ему. Ну, привет. Ну, и тебе привет, Фейсес. Лобби с подписчиками, по-любому. Ладно, на самом деле нет. Да не лобби с подписчиками. Так вышло. Но Faces, может, действительно на меня подписан, это мой подписчик, не знаю. А вот Дэвил точно мой подписчик, потому что в чате Телеграма часто общается. Теперь точно упорюсь в духа. Ты мне покажешь всю мощь духа пятерки? Ну давай. А я тебе покажу всю мощь охотников морских. И что может этот дух, естественно. Сегодня будет битва хорошая, чувствую. Мне главное выйти в уровень, закончить со своей сборкой. И самое главное, это найти хорошего керри. Трента, кстати, я скипать не буду. Трент это очень сильный персонаж. Я не буду его скипать. В тройку соберу, будет ништяк. Не соберу, ну, что поделать. Духа какашки. Чел играет на нежити. И что-то пытается писать в чат. Ай-яй-яй-яй. Я таких людей осуждаю, которые играют на нежити. Но я надеюсь, у меня получится тебя наказать за твою нежить. Вот сколько мне нежить идет, я принципиально не собираю эту нежить. Я думаю, многие, ну, на самом деле, мало людей, которые играют в кайф и не играют на одной нежити. Но я могу этих людей понять.
Я могу этих людей понять, которые играют вот... Ты, мамма мия. На 16-м раунде мне пришло такое усиление. Это рано, конечно. Не, ладно. Это не рано. Это довольно-таки поздно. Знаете, почему я говорю, что это не рано и это поздно? Потому что, когда я записывал Драконов-магов, этот ролик еще не вышел, чел на 10 уровне собрал 2 МРТ в двойку, при этом имел 50 монет плюс. И это скиллуха. Это ни в коем случае не антискилл, это скиллуха, это честная скиллуха. Вот на скиллухе тащил. Видно, что потел, видно, что старался, поэтому он себе на 10 раунде, имея 50 монет... Ой, 50 монет, что-то я... Короче, ладно, до 15-го, давайте так, до 15-го раунда чел себе нашел 2 МРТ в двойку, еще имел 50 монет сверху и выходил в инкам в уровень. А вот, кстати, тренд усиления. Илун друидик. Так, это мы скипнем. Давай, клевер. Шикарно. Но там уже без шансов было, хотя на самом деле мог быть такой момент, что я бы этот клевер достал из рандомного сундука, а не из конкретного. Можно было бы сейчас, знаете что? Не знаю, отдать 40 маны плюс с медузы в Муэрту. Хотя Муэрта, она по идее должна успеть набить урона и набить маны, чтобы перебить Чигиряу вот этого, который играет на нежити. Ладно, я рискну, я пока не буду давать плюс 40 маны в Муэрту. Пока что не буду. Лучше пусть медуза сразу свой... Нет. Нет, не, ну только не это. Нет. Да. Сюда. Я такое люблю. Просто с чувака плюс 10 монет сбил. Такое я люблю, а такое нам нравится. А это приятно. Это приятно, это комфортно. Кстати, 9 эльфов против меня собралось. Благо, у него нет трента в тройке. Был бы тренд в тройку. Понял. Обиделся за то, что на нежити ему снесли лицо. Ладно. Ну что ж поделать. Такая жизнь, такая жизнь. Такая беспечная жизнь. Но я на самом деле, вот после того, что он написал сейчас, я ни в коем случае даже не обижен на то, что чел так откис и отдал мне винстрик. Я надеюсь, он в топ-3 не зайдет. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы он в топ-3 теперь не зашел. И я не знаю, молюсь всем богам мира, чтобы он сейчас не зашел в топ-3. За такие слова, так тем более. Вроде бы ничего необычного сказал, но... Чтоб просто следил за языком. Вот так вот. Вот так вот я скажу. Я более чем уверен, что если открыть его статистику, чел будет играть 100% только на одной нежити. Вот. Если не забуду, то я в конце открою эту статистику и посмотрю его. А если забуду, то, ну уж извините. Катка такая, что не всегда у меня получается еще и посмотреть статистику, потому что тут у тебя куча мыслей в голове, ты думаешь, как собраться, как перестроиться, что закомбинить, какую подстраховку здесь сделать, чтобы твои штаны и трусы не слетели просто. Хотя, знаете, если он тоже будет играть через Муэрту, а он 100% будет через Муэрту играть, то пусть играет. Отлично. Так. Это мы ставим так, это мы ставим так. Пока что будет так. Орка я бы хотел продать, но пока что не буду продавать. Хотя я мог бы сделать сейчас 4 морских. Пока по предметам мне неплохо везет. Пока по предметам мне неплохо везет. Но в будущем я по-любому продам орка-охотника, который кабанчиков суммонит, и Траксу мне тоже придется продать. Да, там 6 магов, 4 духа собралось. Неприятно, конечно. Неприятно. Наверное, придется сейчас Траксу продать. Придется нам попрощаться, да. Я лучше 4 морских на подстраховку поставлю из-за того, что там есть чел, играющий на магах. Чисто из-за этого.
Так, Чигиряо снова ко мне пришел. Снова мне... Я снова забыл Муэрту переставить в другое место. Но в любом случае ему все равно не повезло. Он все равно вынес. 2 раза подряд. На тебе минус 16 на лицо. Ну, за базар. Надеюсь, что тебе несколько человек так приедут по лицу съездят. Чтобы ты не в топ-3 даже не зашел. Я не хочу, чтобы ты плюс рейтинг получал. На автопокупку Муэрту поставлю. И мне нужен 10-й. Мне нужен 10-й, потому что я хочу найти Тайда. И, кстати, знаете, что я сейчас понял? Я же могу найти еще и алхимика. И сделать синергию Киры себе. Ну, кстати, тут есть эльф, тут есть дух. Скорее всего, мне придется отказаться от идеи алхимика. Если он соберет 6 духов, то он немного будет отрывать. Но. Короче, посмотрим по ситуации. Если будут предметы лучше, то я лучше возьму предметы лучше. Если будут какие-то там предметы по типу алого сердца в Муэрту, то, естественно, я не буду брать алое сердце в Муэрту. Оно мне не надо. Если бы я хотел, я бы сделал лучше камень Кира себе. Ну, кстати, тут 2 мага сейчас есть. А у меня уже 4 морских, и челы, я думаю, там уже в шоке. Отлично. Хорошо приходит. Я пока что рад. Еще и орки так неплохо пришли. На самом деле тренд мне вообще не идет. Вот если обратить внимание, то тренд мне вообще не идет. А что-то так микрофризует, не пойму почему. Пинг нормальный, все нормально. А откуда микрофризы? Непонятно. Так. Чел на богах-орках имеет 31 хп. И, возможно, он даже может камбэкнуть. Хотя вряд ли. У него, ну, у него, скорее всего, да, у него как-то все плохо, поэтому самое опасное для меня это дух-маг. 66 хп у него. Из самых таких опасных. Эльфа я особо не боюсь, хотя на самом деле эльф сейчас как-то душит меня немножечко. А Муэрта, естественно, у меня вообще куда-то в другую сторону смотрит, естественно. Надо будет местами поменять Муэрту. Да ну не! Где моя Муэрта? Неужели я откисну? Да, я откис, прикиньте. Чел полностью сролился. И я откис. Ну, спасибо, понял. О, дух 5. Я возьму, чтобы ему не достался. Пока что возьму, чтобы ему не достался. Хотя на самом деле он мне вообще не нужен. Мне надо местами поменять сейчас Муэрту. Я сделаю, наверное, как-то так. Во-первых, из-за того, что там есть нежить, которая свапала мою Муэрту в самый эпицентр событий. Это первый момент, почему я сейчас меняю местами. Второй момент. Надо немножко другую расстановку, потому что Муэрта мне на лицо только что прыгнула. Чел играет второй на 4 шаманах и кунг-фу. Вот 4 шамана и кунг-фу это проблема. Знаете, почему проблема? Потому что это та сборка кунг-фу, которая выносит предметами, это раз. Второй момент, она может с 2 плюх убить мою синергию. Третий момент, если он играет будет через Марси, то он может на своей Марсе... Но это нормально. Это максимально дисбалансно. Это ненормально. Это ненормально, когда в двойку Муэрта только что выкинуло столько плюшек. Я понимаю, что сейчас охотники работают по иной системе, что могут сработать 2 синергии, это раз. И в каждой второй доп-тычке, которая летит, тоже есть шанс, что сработает синергия. Но, у Муэрты есть еще одна тема, это что у нее вылетит с шансом 40% ее доп-тычка. То есть там, мало ли того, что охотники дают тебе доп-тычку, так еще и сама Муэрта дает доп-тычку. Вот в чем прикол. Так еще у Муэрты есть фича. Она играется как через физурон, так и через магурон. Но, естественно, работает через магурон. А еще, кстати, я заметил один такой момент, что криты 5-го тира, когда срабатывают, скорее всего, срабатывают и магическим, и физическим уроном. Сейчас объясню, почему я так думаю. Секундочку, сейчас пройдет. Ничего себе. Лич пришел. Он мне не нужен. Мне в целом усиление бы. Хочу Тайда. Можно Тайда, пожалуйста? Взгляд АЗ соберем. Так, вот это выкинуть. Сюда вот это взять. Так. Так, ну, бог орк уже это не проблема. Если даже него... В
Даже если я его выносить не буду, то его будет выносить кто-то другой. Вот, что я хотел сказать. Поэтому я его особо не опасаюсь. Так, 9 мертвецов. Вот это вот проблема. Это, конечно, огромная проблема, но я не считаю, что настолько критическая. У меня еще есть много времени, чтобы я смог его снести. Причем на изи. У него 47 хп, не так много, но, скорее всего, он будет сейчас всех остальных выносить. А вот я не особо буду выносить. Ну, посмотрим. Может, у меня все-таки получится Муэрту раннюю в тройку собрать, хотя это вряд ли. С моим-то везением я Муэрта в тройку... Серьезно. Вы гляньте, кого он собрал. Ну, то, что я говорил, мне... Чтоб ты долго жил. Мне еще и вертолет пришел. И алхимик есть. Так, иди отсюда, дух. Я лучше возьму второго орка, кабанчика. Вертолет мне, естественно, не нужен. Зачем он мне нужен, когда у меня есть снайпер? То, что я говорил. Вот вам. Сила кунг-фу. И кто думает, что, ну, так ты же все равно был без формы, типа, все дела, я вам скажу так. Даже если я буду в форме, последняя ее тычка идет магическая. И шанс того, что сработает кунг-фу, высок. И, кстати, тренд мне уже не нужен, потому что уже 27 раунд, а тренд у меня всего лишь двойку. Спасибо. Здесь придушить этот рандом. И тот, кто делал кунг-фу. Так, сейчас будет против меня маг и бог-орк. Но бога-орка я уже не боюсь, у него 14 хп, а вот маг еще может мне дать проблем. У меня есть, конечно, 4 морских, но меня могут эти 4 морских не спасти. Еще я без оружия. Ой-ой-ой, там провидец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сдохни. Отлично. Вот этот провидец очень жесткий. Он кидает обезоружь, причем огромная область обезоружа. Ну, панду эту я не боюсь, естественно. Надо будет 6 морских здесь по-любому ставить. Во-первых, мои 6 морских будут работать не только против мага, а еще будет работать против Муэрта. Вдруг кто не знает и не понимает. Кто не понимает, объясню. Вот это вот вам все мое везение. В общем, Муэрта бьет со своей способности магическим уроном. Естественно, если у меня будет 6 морских, урон будет вот такой. Нулевой. А вон еще... Ой-ой-ой-ой-ой. 6 шаманов, 4 кунг-фу. Но Бояринов собрал чернокнижников кунг-фу. Это, конечно, сильно, но не настолько сильно, как 6 шаманов. В общем, какие сейчас ребята для меня опасные? Во-первых, самый опасный для меня это Faces. 6 шаманов, 4 кунг-фу. Самый опасный. Бог-орк, он вылетит, скорее всего. Даже если не я его снесу, кто-то его другой снесет. Кто это? А, вот, ну, кстати, вот Бог-орк. Все, пока. -1. Ну, я просто... У меня экстрасенсорные способности появляются. Ух ты. Вау. Бруда апгрейднулась, отлично. Я уже думал, что мне что-то придется продавать. Есть 2 яичка, это, конечно, хорошо. Но не настолько хорошо, как Тайт, которого нет. Ну, вот, кстати, смотрите, я сделаю себе 6 охотников, 6 морских. У меня останется еще 1 слот. И я могу поставить алхимика, если мне понадобится. И сделать еще себе синергию Киры. Замечательно, я считаю, да. Вообще, мне можно уже предметы пересобрать. Но я думаю, пока что рановато, хотя... Ну, посмотрим сейчас, посмотрим. В целом, мне бы хотелось криты, Мьёльнир и маска 5-го тира на отхил. И даже что из этого лучше, не знаю. В идеале, конечно, криты с Мьёльниром. Хотя и маска 5-го тира была бы замечательно. Вот, кстати, Гриттер. Из-за того, что у Гриттера нету мана никакой, он ничего не смог сделать. О, медуза. Неожиданный апгрейд. Можно мне сейчас орк-охотник придет, и я его апну сразу в троечку? А то он мне много места занимает на столе.
Вот, кстати, 9 нежити почему-то восстают из мертвых. Я так надеялся, что ты не займешь даже топ-3. Так надеялся. Ты еще и мою эрту гробастаешь. Ну ничего, мы с тобой разберемся. Я думаю, мы с тобой встретимся, тет-а-тет, поговорим. Ух. Где мой тайт? Объясните мне, пожалуйста, где мой тайт? Пошел свою рыбу уту. Пошел... Вспомнил. Знаете, что я вспомнил? Он пошел корабли-кунки топить. Надо его оттуда забрать. Я его вызываю на поле боя. Он мне нужен здесь, а не там. Там справятся. Ну, кстати, Бояринов сидит в 9 хп, 56 монет и играет через ЧК и кунг-фу. Как бы чернокнижники это круто, но в текущем патче довольно-таки слабо. Но для кунг-фу, в принципе, норм. У него в тройку Марси. Обалдеть! Обалдеть! МКБ я возьму. Чем черт не шутит, но МКБ лучше всего взять. МКБ это необходимый предмет. Не дай бог там чел соберет какие-то там... Ну, кстати, и БКБ тоже был классный предмет, потому что там есть маг против меня. Но у меня есть 6 морских, поэтому мага я, в принципе, могу не бояться. БКБ мне не особо надо. То есть, если все будет очень плохо и будет много контроля, то, естественно, мне нужно будет БКБ. Но так как у меня есть 6 морских, мне абсолютно как-то плевать. Кстати, я, наверное, предметы все-таки пересоберу. Есть куча бесполезных предметов. Я возьму маску. Маска слишком хороша, чтобы ее скипать. Я мог и криты взять, мог и другие предметы взять, но я лучше возьму маску. Как-никак, отхил мне нужен. Вот, кстати, против меня сейчас 4 кунг-фу. 4 кунг-фу и 6 шаманов. Вот ему Эмбар в тройку попался, и все, и делай, что хочешь. Я еще в стане вечном стою. А почему я в стане стою-то? Ты не обалдел? Как это произошло? Вот то, о чем я говорил, что мне нужно по-любому БКБ. В этой катке оно необходимо. Сейчас, ребят, одно мгновение. Так, ага. А зачем я мою рту апнул? Кто-то мне расскажет? Боже, вот не люблю такие моменты ответственные, когда ты спешишь. Вот когда ты спешишь, твой мозг вообще не работает. Вот, кстати, фуловая нежить у меня пришла. Да, без Мэрты в тройку как-то тяжело немного. А, он с Энергией Киры, походу, да? Че он такой огромный? Да, с Энергией Киры плюс бессмертие. Понял тебя, принял. Осознал. Мне нужно усиление, скорее всего, сейчас полностью сролюсь. Да, камень Кира бы мне тоже не помешал. Так, Медуза приходит, отлично. Медуза, бруда прям идет, ну, на 120%. Кстати, забыл этого волшебника скипнуть. Давай, Муэрта, ну. Я понимаю, что я совершил ошибку и собрал тебя. Я понимаю это. Ну, и, кстати, Орк тоже бы пришел. Я так понимаю, Орк-охотник ко мне не придет, да, сегодня? Медуза. Так. Вот вам вся моя удача. Гриттер в тройку. О, помните, о чем я говорил, что Гриттера я опасаюсь? Вот вам, ребята, вот. Вот. Вот почему я опасаюсь Гриттера. Чел прыгнул мне на лицо. И все. И GG. Надо расстановку будет менять. По-любому. То есть, ты хочешь сказать, что я тебя продал, орк-охотник, и ты начал ко мне приходить, да? Ну, это закон подлости.
Это закон подлости. Бесит дичайше. Я думаю, вы чувствуете это вот напряжение в моем голосе, насколько меня это бесит. Ну, фуловое кунг-фу это и так понятно. Фуловое кунг-фу это заноза в одном месте на 120%. И только он зачем чернокнижников разобрал, я не понял. Кстати, он 6... Ого! Ого, там дух-мах какой нарисовался. То есть, даже Девил нашел себе духа пятерку в двойку с Аганимом, все как надо. А я гуляю лесом. Вот, кстати, хорошо, что я нашел маску 5-го тира. Смотрите, как я себе хп восстановил. Успел восстановить. Если бы не эта маска, скорее всего, бы я откиснул несколько раз подряд, причем. Ну, где моя Муэрта? Придет Муэрта? А, болтяра мне на 28 придет, а не Муэрта. Понятно. Но чел, конечно, неплохо там собрался на нежити. Я очень надеялся, что он вылетит. Я очень надеялся. Ему повезло. Ему повезло, что ему пришел комментира. А еще везет то, что у меня на 35-м раунде Муэрта еще до сих пор не в тройку. Очень везет. Ребятам прям фартит на 120%. Медузу в тройку соберу. Вот это вот будет веселье. Мне БКБ надо. Чую, мне надо БКБ. Против такого духа мне по-любому нужно БКБ. У меня есть морские, как бы, да, но я не хочу, чтобы он меня контролировал 100%. То есть у него там есть цепочка, которая будет накидываться мне на лицо. Кстати, шарбезно упал. Отлично. А знаете, почему отлично? Сейчас объясню, сейчас покажу. Наверное, попробую в Тайда закинуть сейчас взгляд АЗСа. Оу, там обезоруж. Оу, Башер. Да, по-любому мне нужен доспех экзорцизма. Как ни крути, он мне нужен. Да, как ни крути, мне нужен доспех экзорцизма. Если бы у меня его не было, то, скорее всего, была бы такая ситуация, что... Мне прилетел бы какой-то обезоруж на 1000 лет. Я бы сидел вот так вот пальчик. Ну, это кунг-фу. Я его, конечно, сейчас вынес, благодаря тому, что у меня есть бруда. Бруда накинула на него сетку, и чел просто стоял АФК. Вот вам все кунг-фу. Вот вам все кунг-фу. У меня сейчас... Я не могу... Ух ты, криты нашел. В медузу, наверное, закину. Да, наверное, я попробую в медузу закинуть этот предмет. Он, кстати, еще раз пришел ко мне нежить. А в этот раз тебе легко не будет, дорогой мой. В этот раз я тебе порву кое-что. Еще один барабан, кстати. Еще один кристалл маны. А что такое? Кстати, он мне все равно каким-то образом пробивает. Как он... У меня есть магическое сопротивление от морских. Каким образом он меня пробивает? Вот, кстати, смотрите, сколько урона мало. Когда он... Вот... Понятно, на морских... На моих морских тебе абсолютно плевать, да? Я бы уже мог медузу в тройку собрать. Но я в нее не особо верю. Возможно, возможно. У меня сейчас же будет инкастовый стан от Тайда.
Вот это там гритер. Я что-то не ожидал от такого гритера. Ну, конечно же, этот гритер прыгнул на меня. Спасибо, что хотя бы хрона ко мне не упала на лицо. А я его еще и вынес. Покеда. Все, покеда, дорогой. Не поиграл. Ну, бывает. Ну что ж, О, еще и нежить вылетела. О, и мне сразу же пришло усиление. Так, ну, Тайда, в принципе, можно и продать. Да? Да. Мне Муэрта в тройку намного важнее. Куча предметов, которые можно скипнуть сейчас. Так, ну гномья брошка мне нужна. Баф гномов. Хотя не нужна. Знаете, что я сейчас только осознал? А с какого раунда у меня гномья брошка? Ну, и доспех экзорцизма, конечно, очень полезный предмет, как мы видим, да? Если Хекс есть 5 тира, то просто забудь. А, ну все, вот вам маги. Что там по духам? Это было сильно. Не, ну, я скажу так. 6 духов это помойка. Даже, ну вот ему на самом деле очень повезло, что у него есть дух пятерка. Очень повезло, что он ее даже в двойку собрал, из-за этого он смог нежить снести без шансов. Плюс у него маги там. А у меня, естественно, то есть. А у меня есть 6 морских против его магов. И, естественно, его окаменение как бы сильная вещь, да? Я бы даже сказал, очень сильная вещь это окаменение. Но против моих морских... Не. Он бьет своим магическим уроном очень сильно, а у меня морские все отразили ему. Плюс у меня шарбез. Ну, короче, тут без шансов для магов. Элементалистов не затащили такое. Сколько там дуки? 20% снимают всего лишь. Так что, ну... И вот как мы видим, кстати, окаменение не срабатывало так, как надо. Не знаю, духов надо переделывать. Сама по себе синергия духов слабая. Дух пятерка этот очень сильный персонаж. Аппарат обалденный персонаж, если у вас есть предметы, он вам упал, вы собираете просто 9 магов и выносите все на свете. Вот абсолютно каждого человека вы выносите. Тут у меня катка максимально классная для меня была. Во-первых, 6 морских, 6 охотников. Все, я мог еще синергию Киры доставить. И вообще не чувствую здесь никого. Я максимально был бы защищен. Единственная проблема, это если против меня было бы 9 воинов. А, ну еще одна проблема. Это кунг-фу шаманы. И просто кунг-фу в любой вариации почти. Короче, кунг-фу это проблема. Глобальная проблема и заноза в одном месте. Это кунг-фу. Кунг-фу убивает предметами, кунг-фу убивает тычками. Вы видели в этом ролике сейчас, что у меня с 2 ударов снесла кунг-фу. С 2. Плевать. Ну, плюс ему еще и Марси в тройку пришла. Ой, что я хочу сказать по поводу Мэрта. Мэрта сломанный персонаж. Как я говорил в середине ролика, что в конце я подведу итоги и скажу еще раз, что ей нужно сделать. Во-первых, убрать тему, что если бьют Муэрту, когда она перевоплощенная, не так, когда ее бьют и она перевоплощается, чтобы они скидывали таргет, они пытались эту Муэрту бить, когда она в этой форме. Естественно, это не касается ведьмаков. Ведьмаки с чистым уроном. То есть надо как-то этот момент продумать. Потому что когда мои мейн-персонажи, такие как, допустим, Мартра будет долбиться в нее, а она будет в форме ее просто расстреливать, так, ну это как-то, ну, ненормально, да? Второй момент. Сделать ограничение по количеству ударов у Муэрта. То же самое, что у Марси. У Марси, как ни крути, больше ударов ты не сделаешь за определенный промежуток времени. Все. Сделайте такое ограничение, все будет нормально. То есть, допустим, там 10 тысяч тычек может вы нанести в такой-то промежуток времени. Это первый момент. Второй момент. Если они не хотят его делать такой момент, сделайте больше окно между способностью. И все. Не 3 секунды. То есть, допустим, скилл работает, не помню, 6 секунд, по-моему, да, на третьем уровне. И 9 секунд откатывается. Там 3 секунды окно. Сделайте это окно секунд 10. То есть 10 секунд работает, 10 секунд окно. Я считаю, это нормально. Хотя на самом деле не особо. В общем, нужно увеличить окно и поставить ограничение на количество ударов. То есть как у Марса. Допустим, что она будет в этот промежуток времени очень много урона наносить и все. Либо же убрать пассивку доп. Атаки. И все.
Либо же сделать вообще, чтобы она не перевоплощалась, а был просто повышенный урон с доп. Тычки. И все. Кстати, вот этот второй вариант, мне кажется, намного даже лучше будет. Хотя и в этой карте мы увидели, что даже... Хотя там я просто уворачивался много в своей форме и потом только тычками наносил. Короче, сделайте так, чтобы вторая тычка вылетала магическая, а первая тычка была физическая. То есть, когда срабатывала пассивка, пусть будет магический урон. Но не перевоплощается. Ни в коем случае. И с повышенным уроном. Все. Вот такую пассивочку сделали, будет балансно. Потому что, когда она перевоплощается в свою форму, извините, Алхим трехзвездочный получает лещей, ну это как-то нелогично. Причем от Муэрты в двойку. Это нелогично. Или как от Миньора уворачивается в своей форме. Я как-то был против чела, который собрал себе миньора в тройку, и урон не проходил от мины, когда на форме. Это бред. Бабка, которая бесполезна. Короче, я думаю, вы и так все прекрасно понимаете. Ну и будем заканчивать, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить лайк под этим видосом, оставить свой комментарий, что думаете тоже по поводу этой игры. И в целом поддержите меня, чтобы ролик продвинулся в тренды, потому что последние дни что-то лайков очень мало, хотя контент вот такой. И, ребят, я хочу получить полноценный фидбэк, я уже несколько раз говорил. Кто-то пишет, кто-то нет. Уделите 30 секунд своего времени. Скажите, как вам контент, как подача, насколько развлекательный и тому подобное. Просто напишите мне фидбэк. Я слишком загоняюсь в подаче контента. А так, еще раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем удачи!